Трамп в ярости? Глава Белого дома собирается сделать экстренное заявление. Атака на президентский дворец. Путин срочно принимает меры. Резиденция в смертельной опасности. МИД страны жестко ставят на место, а Кремль сохраняет молчание. Дружба под угрозой? Единственное, что реально работает, союзники анонсируют самый мощный удар по России за все время войны. Без объяснения причины десятки россиян выдворяют из страны. Кто попал под депортацию и есть ли шансы ее избежать? Эти и другие самые главные события вечера пятницы, 29 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп недоволен. В каком эквиваленте будет его недовольство выражаться, пока понятно не совсем, но тем не менее. Белый дом подтвердил, президент Дональд Трамп резко отреагировал на очередной массированный удар России по Украине. И даже пообещал последствия, но не сказал для кого. Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Эти две страны находятся в состоянии войны уже очень долгое время. Россия атаковала Киев. Аналогичным образом Украина недавно нанесла удар по нефтеперерабатывающим заводам России. Фактически, в ходе своих атак в течение августа они вывели из строя 20% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому президент продолжает внимательно следить за ситуацией. Трамп тем временем готовится сделать заявление по этому поводу, но, думаю, контекст нам с вами уже понятен. Свои мысли не забывайте оформлять в комментариях под этим видео, это на самом деле очень важно. Огонь подбирается к символу власти. Всего в нескольких километрах от дворца Путина в Геленджике вспыхнул мощный лесной пожар. То, что началось как 3 очага на 200 квадратных метров, за считанные часы превратилось в пылающее море площадью 41,5 гектаров. МЧС признает, ситуация критическая, к тушению стянули сотни людей, десятки машин, вертолеты, самолеты, но это только часть картины. В ту же ночь неизвестные, но очень добрые беспилотники ударили по стратегическим НПЗ России. Афипский завод в Краснодарском крае, перерабатывающий миллионы тонн нефти в год для армии РФ, горит. Собственно, из-за него огонь подбирается к резиденции Путина. Куйбышевский НПЗ в Самарской области, там тоже взрывы и пожар. Одновременно детонируют склады боеприпасов и поражены логистические объекты. Россия сталкивается с ударами сразу на нескольких уровнях. Горят нефтезаводы, рушатся склады снабжения, а рядом с личной резиденцией Путина в Геленджике лесное пламя угрожает превратиться в символичное пепелище. Дружба под угрозой. Удары по нефтепроводу продолжаются, все чаще бьют по самому уязвимому месту, по дружбе, через которую нефть идет в Беларусь, Словакию и Венгрию. В Братиславе признают, прокачка возобновилась только в тестовом режиме, полноценного восстановления пока нет. Какая именно часть трубы повреждена, источники не уточняют, но подтверждают, ремонт уже начался, сроки полной реставрации неизвестны. Чтобы сгладить провал, Россия перенаправляет потоки через Приморск и Новороссийск, но это только временная подстраховка. Официальная Москва хранит молчание, ни власти, ни Транснефть не комментируют масштаб последствий для экспорта. И это не первый удар. Атаки украинских дронов уже вывели из строя около 17% российских НПЗ, что эквивалентно более чем 1 миллиону баррелей в день. Кремль вынужден гнать сырье за границу с дисконтом, теряя деньги и влияние на рынке. Европейские лидеры всерьез обсуждают вариант, от которого веет холодной войной. Создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами. Идея, неожиданно подхваченная Москвой, фактически означает разрыв живой ткани Украины и требует десятков тысяч миротворцев, которых у Европы попросту нет. По данным Политико, 5 европейских дипломатов подтвердили, что вариант демилитаризованной полосы рассматривается как часть будущего мира или хотя бы хрупкого перемирия. Но как глубоко будет эта зона, кто ее примет и согласится ли Киев на фактические территориальные уступки, никто не знает. США официально держатся в стороне, но сам факт таких идей показывает отчаяние союзников, которые не видят конца войне на 4-м ее году. Разграничение имеет большое историческое значение. Европейские дипломаты не сравнивают его с тщательно охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически все еще находятся в состоянии войны. Они больше сравнивают его с разделением Германии во время Холодной войны.
В ночь на четверг Москва еще раз вспомнила, что не собирается останавливаться. Резкая атака по центру Киева унесла более 20 жизней, повредила даже офисы Евросоюза. Экс-чиновник Пентагона Джим Таунсенд резюмировал жестко: если в Европе думают, что пара британских и французских наблюдателей остановит Кремль, они глубоко ошибаются. Это была цитата. НАТО уже пытается подготовить силы реагирования в составе 300 тысяч военнослужащих для защиты восточного фланга Альянса от будущей российской атаки. По словам двух дипломатов, любые миротворческие силы будут выполнять двойную роль – патрулировать вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучать украинские войска. Опасения множатся, буфер может не защитить, а наоборот оставить украинские города уязвимыми для повторного наступления. Но европейцы торопятся, все боятся, что Трамп изменит курс и стараются успеть выстроить архитектуру гарантий, пока он давит на Путина к переговорам. Пока это танец на тонком льду, Европа выкладывает карты, США наблюдают, а Москва делает вид, что принимает игру. Правда, вот Киев остается с главным вопросом: какую цену он заплатит за навязанный мир? В США масштабная зачистка российских мигрантов. Всего за один день, по данным организации Russian America for Democracy in Russia, из страны депортировали как минимум 30 россиян. Реальная цифра может доходить до 60. Много ли было политических, неизвестно точно. Сложно собрать данные, но я думаю, что большинство были те, кто запрашивали убежище. Только непонятно, сколько из них проиграли суды в детеншенах и были депортированы, сколько были задержаны на свободе и сколько написали самодепорт. При этом никаких ясных юридических оснований для депортации пока не называют. Россиян вывозили транзитом через Египет. Напомним, ранее США уже начали депортацию украинцев, потерявших право находиться в стране после завершения действия гуманитарных программ. Американская дипломатия снова вляпалась в скандал. Спецпосланник президента США Стив Уитков приехал на встречу с Путиным 6 августа и, нарушив протокол, не взял с собой стенографиста Госдепа. В итоге главный переговорщик Трампа просто остался без официальной записи предложений Кремля по завершению войны. И, судя по всему, их не очень-то и помнит. Reuters пишет, что уже на следующий день Уитков звонил европейским лидерам и уверял: Москва якобы готова вывести войска из Запорожья и Херсонской области, если Украина согласится отойти из Донбасса. Но спустя сутки его версия резко поменялась. Путин, по словам Уиткофа, ничего такого не предлагал. Мы находимся ровно там же, где были до того, как Трамп занял свой пост. Россия ни на йоту не изменила свою позицию. Война продолжается. У нас нет четкой стратегии, как заставить Путина остановить эту войну. В результате дипломатические усилия превратились в хаос. Вместо единого сигнала от Вашингтона союзники получили разнобой и путаницу. Reuters прямо отмечает: ошибка американского посланника стоила дорого, ведь именно в этот момент обсуждались возможные сценарии перемирия. Такой провал только усилил сомнения в том, что Белый дом контролирует переговорный процесс и дал Москве дополнительное пространство для маневра. Новый опустошающий удар по российскому бюджету готовит Европа. Там обещают самый болезненный укол. Евросоюз готовит новый, 19-й пакет санкций против России. И на этот раз удар может прийтись по самому больному месту Кремля. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что обсуждаются меры против энергетики, финансовых услуг и введение вторичных санкций по американскому образцу. Конечно, больше всего их ударят любые санкции против энергетики и все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также ограничения в финансовых услугах, которые фактически перекрывают им доступ к капиталу, в котором они так отчаянно нуждаются. Обсуждения продолжаются, и пока на столе несколько вариантов, но Каллас подчеркнула: в нынешних условиях единственное, что реально работает, это давление. Ведь Путин продолжает демонстративно игнорировать любые мирные усилия. Таким образом, 19-й пакет может стать самым болезненным за всю историю санкционного давления на Россию и впервые напрямую коснуться ее энергетического сектора, от которого зависят миллиарды доходов режима. Трагическое шоу в Радоме с F-16 напомнило о самых страшных авиакатастрофах на шоу последних десятилетий. Напомню, 28 августа во время подготовки к эйр-шоу там разбился истребитель F-16. Пилот погиб. Министр обороны страны немедленно отменил все запланированные мероприятия, пообещав выяснить причины катастрофы.
Уважаемые дамы и господа, быть летчиком-истребителем – это мечта, и это воплощение вашей страсти. Но как жестоко показала жизнь сегодня, за эту страсть иногда некоторым из нас приходится платить самую высокую цену. Для Радома это не первый черный день. В 2007 году в воздухе столкнулись два самолета группы «Железный», оба пилота погибли. В 2009 под Радомом рухнул белорусский Су-27, унеся жизни 2 членов экипажа. Но самые страшные катастрофы связанные с другими городами. В июле 2002 года на авиабазе Скнилов во Львове Су-27 рухнул прямо в толпу зрителей. 77 погибших, из которых 28 детей, более 500 раненых. В августе 1988-го на авиашоу в Рамштайне в Германии 3 самолета итальянской группы столкнулись в воздухе. 70 погибших, сотни тяжело раненых. Список трагедий длинный. Фарнборо в 1952-м, там 31 погибший. Сакраменто, 72 год. Турин в 2023-м. 5-летняя девочка погибла после падения акробатического самолета на автомобиль. Даже в последние годы аварии происходят регулярно. Венгрия, Сарагоса, Австралия. Польша тоже недавно пережила утрату. В июле 24-го в Гдыне упал учебно-боевой М-346. Пилот погиб. Катастрофы во Львове и Рамштайне навсегда вошли в историю как самые масштабные трагедии авиашоу. Радомский F-16 стал лишь очередным напоминанием. Демонстрации, которые должны впечатлять красотой и мощью, в одно мгновение могут превратиться в ад. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.